Ни один средневековый хронист не упоминал о нем. Ни в одной карте, ни в летописи, ни в монастырских записях. И все же он существует, город под землей, скрытый от глаз врагов, потерянный и забытый, как будто само время решило стереть его с лица истории. Археологи наткнулись на первые его следы случайно. При раскопках старого холма, где предполагалась простая крепость XII века, земля неожиданно провалилась под ногами, открыв вход в сеть туннелей, которые уходили глубоко в недра холма. То, что они увидели, заставило замереть каждого. Стены, высеченные в камне с точностью, которая кажется невероятной для того времени, комнаты с нишами для огня, запасы зерна и воды, мастерские с орудиями труда — все это свидетельствовало о полноценной жизни под землей. Но самое странное заключалось в том, что эти помещения и туннели не имели логической схемы. Проходы закручивались в неожиданных направлениях. Лестницы вели к пустоте, а двери как будто сознательно открывались лишь в одном направлении. Никто не мог понять, для чего была создана такая архитектура и кто владел знаниями, необходимыми для ее строительства. С первых минут работы археологи почувствовали тревожное напряжение. Воздух под землей был влажным, пропитанным запахом сырого камня и древнего дерева, а слабый свет ламп выхватывал из темноты странные символы на стенах. Никто не мог расшифровать их значение. Некоторые исследователи настаивали, что это знаки защиты, другие, что это элементы ритуалов давно забытых религий, практикуемых в этих землях еще до прихода средневековых государств. И вот загадка. Несмотря на то, что город был полностью обитаем, нет ни одного следа его исчезновения. Ни записей о его падении, ни свидетельств осады, ни упоминаний о катастрофе. Он просто исчез. Легенды местных жителей говорят о подземной народной общности, которая ушла в глубины туннелей и больше никогда не выходила на поверхность. Одни верят, что это был город-призрак, хранящий сокровища и знания, другие, что его жители попали под проклятие, которое навсегда закрыло вход в подземные залы. Современные ученые продолжают спорить. Одни считают, что это искусственно созданная сеть убежищ на случай войны, другие предполагают, что подземелья имеют религиозное или магическое значение, но факт остается фактом. Никто до конца не понимает, кто и зачем построил этот город и куда исчезли его жители. И пока мы стоим на пороге этих туннелей, ощущение тревоги и неизвестности захватывает с головой. Тени, отраженные светом фонарей, дрожат на каменных стенах, а каждый шаг кажется шагом в прошлое, в мир, где наука и легенда слились воедино. И вот вопрос, который остается открытым. Может ли современный человек раскрыть тайну подземного города, скрытого от глаз врагов на протяжении веков? Средневековая Европа была временем нестабильности, когда каждый город, каждая крепость могла в один день оказаться под угрозой вторжения. Короли и князья вели бесконечные войны. Соседние государства искали повод для захвата земель, а на границах королевств шли непрерывные столкновения. Именно в такой эпохе возникли идеи подземных укреплений. Не просто как скрытые ходы и тайники, но как целые города, способные защитить жителей на годы. Город, о котором идет речь, был построен примерно в XI-XII веках, когда средневековые государства Европы укрепляли свои границы и искали способы противостоять врагам. Верхняя часть холма уже служила естественной защитой, отвесные склоны, труднопроходимые леса, реки, превращающие подходы в естественные рвы. Но жители решили пойти дальше. Если враг прорвется через верхние укрепления,
подземля станут последней линией обороны. Это решение требовало не только инженерной смелости, но и знания геологии, архитектуры и организации труда, навыков, редких для того времени. Исторические хроники того региона упоминают строительство укрепленных поселений, но никогда не упоминают подземные города в буквальном смысле. Возможно, это был секрет, тщательно скрываемый правителями и хранителями знаний. Археологи, раскопавшие холм, обнаружили следы мастерских и складов, где хранились орудия труда и строительные материалы. Камень добывался на месте, древесина тщательно обрабатывалась, а в некоторых туннелях археологи нашли элементы вентиляции, которые позволяли подземным жителям дышать свежим воздухом даже на глубине нескольких десятков метров. Углубляясь в историю, невозможно не заметить психологический аспект. Жители подземного города жили под постоянной угрозой, и это формировало особую дисциплину. Все жилища, мастерские и склады были организованы максимально компактно, чтобы каждый человек мог быстро реагировать на опасность. Лестницы и коридоры были узкими, чтобы затруднять продвижение незваных гостей. В стенах сохранились вырезы, позволяющие стрелять из луков и арбалетов в случае нападения. Все было рассчитано на выживание, но вместе с тем таило в себе загадку. Зачем некоторые туннели уходили в тупики или закручивались в спирали? Легенды местных жителей дополняют эту картину. Они рассказывали, что подземные жители обладали знаниями, которые передавались из поколения в поколение и позволяли им оставаться невидимыми для врагов. Якобы жители уходили глубоко под землю не только ради защиты, но и для сохранения тайных реликвий и книг с запрещенными знаниями. Археологи нашли доказательства странных ритуальных помещений, где стены покрыты символами, не поддающимся расшифровке. Это придавало городу ауру мистической силы, а сам подземный комплекс становился чем-то большим, чем просто оборонительное сооружение. Именно в этом историческом контексте город подземных туннелей предстает перед нами не просто как инженерное достижение, а целый мир, созданный людьми, которые знали, что внешний мир опасен и непредсказуем. Они строили не только стены и коридоры, но и целую психологическую систему, которая должна была сохранить жизнь, знания и тайны в условиях вечной угрозы. Город под землей поражает размерами и продуманностью. Каждая комната, каждый коридор здесь был рассчитан не случайно, а с точной целью – максимальной защиты и сохранения ресурсов. Археологи отмечают, что туннели, уходящие в глубину холма, образуют сеть, сложность которой почти сравнима с современными лабиринтами. Проходы закручиваются под разными углами, соединяют жилые помещения с мастерскими, хранилищами и залами для собраний. Однако порой они внезапно обрываются, оставляя пустые залы, чьи назначения до сих пор остаются загадкой. Особое внимание привлекают вентиляционные шахты, узкие, но глубокие каналы, которые обеспечивали циркуляцию воздуха в самых удаленных частях подземного города. Их размещение настолько продумано, что воздух, попадая в глубины туннелей, оставался свежим даже после нескольких дней без выхода на поверхность. Для ученых это остается загадкой. Как люди того времени могли создать такую систему без современных инструментов? Каждая шахта, кажется, подчинена не только законам физики, но и древней логике, известной лишь создателям города. Помимо этого, исследователи обнаружили странные арки и опоры, выдерживающие давление массивной земли сверху. Каменные блоки, некоторые весом в десятки тонн,
идеально подогнаны друг к другу без малейшего зазора. Современные инженеры до сих пор удивляются точности работы строителей. Ни один блок не сдвинулся за столетия, несмотря на оседание грунта и естественные землетрясения. Некоторые специалисты предполагают, что применялись забытые методы строительства, возможно, утерянные знания античных инженеров. Узкие лестницы и извилистые ходы создавали дополнительную защиту. Захватчики, проникшие в подземелья, могли легко потеряться или попасть в ловушки, специально устроенные для их задержки. В некоторых местах археологи находят остатки укреплений, деревянные задвижки, рычажные механизмы и металлические шипы, призванные сдерживать непрошенных гостей. Но есть и детали, которые до сих пор остаются необъяснимыми. Тупиковые коридоры, ведущие в стену, и комнаты с необычными нишами, которые, по всей видимости, использовались для хранения предметов неизвестного назначения. И, конечно, нельзя не отметить эстетику и символику строительства. На стенах сохранились резные орнаменты и таинственные символы, многие из которых не встречаются в других средневековых городах. Ученые предполагают, что это не только украшения, но и часть ритуальных практик, возможно, для защиты города от внешних сил или для поддержания психологического духа жителей. Каждый шаг по этим туннелям дает ощущение причастности к тайне, которая веками оставалась скрытой. Каменные стены будто шепчут историю, которую не удалось записать в летописах. Все здесь, от вентиляции до незримых лабиринтов, создает ощущение, что подземный город был живым организмом, продуманным до мелочей, но одновременно остающимся необъяснимым. Именно эта комбинация инженерного гения и мистической тайны превращает подземный город в место, где реальность и легенда переплетаются так плотно, что разгадать его до конца невозможно. Каждый камень, каждый коридор задает вопросы, на которые нет окончательных ответов, оставляя ученых и исследователей перед лицом вечной загадки. Жизнь под землей была совсем иной, чем на поверхности. Здесь царила особая дисциплина. Каждый житель знал свое место и обязанность, а шум и свет регулировались так, чтобы не выдавать присутствие человека врагам. Коридоры и лестницы были узкими и извилистыми, и даже самый привычный маршрут от мастерской до кухни превращался в сложный маршрут, требующий знания тайных ходов. В некоторых залах археологи находят остатки кухонь и очагов, где готовили пищу для сотен человек. Каменные полки и ниши использовались для хранения зерна, сушеных овощей и мяса, а специальные углубления в стенах позволяли поддерживать температуру и влажность на оптимальном уровне. Даже под землей жители заботились о рационе и снабжении, свидетельство того, что подземный город был рассчитан на долгие годы. Мастерские поражают разнообразием и продуманностью. Каменные и деревянные столы, на которых ковали оружие и изготавливали инструменты, располагались так, чтобы жители могли работать без столкновений и лишнего шума. В углах комнат находят остатки примитивных станков, которые позволяли обрабатывать металл и дерево. Кажется невероятным, как в условиях постоянной полумраки и сырости люди смогли поддерживать такую активность и производительность. Особое внимание привлекают жилые помещения. Они были маленькими, но функциональными. Низкие потолки, каменные ниши для спальных мест, место для хранения личных вещей и теплые очаги. Археологи отмечают, что в таких условиях формировалась особая психология. Жители подземного города были вынуждены быть внимательными, сдержанными, готовыми к любой опасности. Каждое движение контролировалось не только для защиты, но и для поддержания порядка в ограниченном пространстве.
Однако в быту встречаются элементы, которые невозможно объяснить рационально. На стенах многих помещений сохранились таинственные символы и резаные знаки, не похожие на привычные орнаменты. Некоторые из них располагались рядом с очагами и хранилищами, что заставляет предполагать ритуальное значение. Ученые допускают, что это могли быть защитные знаки, магические символы или коды, понятные лишь самим жителям. Психологическое напряжение ощущалось в каждом уголке. Вечная тьма, слабое освещение масляными лампами, шум воды в каналах и эхом отдававшиеся шаги создавали атмосферу постоянного напряжения. Каждый день был борьбой за выживание. Каждый звук мог означать угрозу извне или внутри. Но при этом люди сохраняли привычки, готовили пищу, обучали детей, хранили знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение. Подземный город был не просто убежищем, он был живым организмом. Здесь сочетались инженерная логика, продуманная организация пространства и загадочные ритуалы, придававшие жителям ощущение защищенности и мистической связи с прошлым. Все это создает уникальную атмосферу. Город, который одновременно рационален и необъясним, реален и мистичен, живой и таинственный. Сразу после открытия подземного города местные жители начали делиться старыми преданиями, которые, как оказалось, передавались из поколения в поколение. Говорили о том, что город был построен не просто как убежище, а как живой щит против внешних сил, способный скрыть своих жителей от врагов, но и от времени. Легенды утверждали, что туннели меняли свое направление, когда зло пыталось войти, и что жители обладали особым знанием, позволявшим сохранять город невидимым. Одной из самых популярных историй было повествование о тенях-хранителей, духах первых строителей города, которые, согласно преданиям, до сих пор блуждают по туннелям. Они якобы оберегают тайны подземелья и могут вести непрошенных гостей к тупикам и ловушкам. Археологи нашли странные отметины на стенах, похожие на знаки, предупреждающие или направляющие, и не исключено, что именно эти символы вдохновили легенду о тенях. Другой миф говорил о том, что в глубине туннелей существовали залы знаний, где хранились книги и свитки, запрещенные на поверхности. Некоторые из них якобы содержали секреты алхимии, астрономии и древних технологий. Раскопки подтверждают частично правдивость легенд. Исследователи находили ниши с предметами, не характерными для средневекового быта, а отдельные символы на стенах могли быть кодами или картами. Точная их цель остается тайной. Но многие ученые допускают, что это были секретные хранилища знаний для посвященных. Особую популярность имеют истории о таинственном исчезновении жителей. Предания рассказывают, что во время угрозы войны или эпидемии жители уходили все глубже под землю, пока полностью не исчезли с поверхностей. Некоторые рассказы говорят, что город мог поглощать своих обитателей. Кто вошел слишком глубоко в лабиринты, никогда не возвращался. Ученые до сих пор не дают объяснения этим событиям, но находки пустых комнат и оставленных вещей создают ощущение внезапного ухода. Кроме того, местные легенды связывают город с мистическими артефактами. Некоторые символы на стенах, найденные археологами, предположительно указывали на места хранения предметов необычной силы, кристаллов, реликвий или даже оружия, способного защитить город. Хотя доказательств магического свойства нет, совпадение этих знаков с древними преданиями создают плотный слой таинственности. Слияние фактов и мифов создает уникальную атмосферу.
История города подземных туннелей остается не только археологической загадкой, но и легендой, которая живет в сознании людей уже сотни лет. Каждый найденный артефакт, каждый туннель и символ создают ощущение, что город был не просто убежищем, а целым миром, где реальность и миф переплетаются, заставляя современных исследователей испытывать смесь восторга и тревоги. Именно эта гармония между документальными фактами и мистикой делает подземный город местом, где прошлое продолжает шептать свои тайны, а каждый шаг исследователя превращается в путешествие в глубины неизвестного, где легенда встречается с реальностью. Когда археологи впервые спустились в глубокие туннели подземного города, они ожидали обнаружить обычные следы средневековой жизни, остатки жилья, орудия труда, керамику, однако реальность оказалась куда более загадочной. В первые дни раскопок исследователи наткнулись на ниши с предметами, которые не укладывались в привычное понимание средневекового быта. Здесь находились керамические сосуды странной формы, металлические инструменты, техника изготовления которых была неизвестна современным историкам, а также загадочные символические предметы, которые, по всей видимости, имели ритуальное назначение. Некоторые находки поражали точностью и мастерством. Каменные блоки, идеально вырезанные и подогнанные друг к другу, создавали устойчивые конструкции, которые не осели за века. Металлические клинки и наконечники стрел имели необычные пропорции, отличающиеся от известных средневековых образцов, а остатки мебели и складских систем демонстрировали высокую организацию пространства. Каждая вещь говорила о том, что подземный город был продуман до мельчайших деталей и рассчитан на длительное пребывание жителей. Особое внимание археологов привлекли следы ритуальных практик. В нескольких камерах под землей были найдены углубления и ниши, где размещались керамические статуэтки и сосуды с остатками органических веществ. Некоторые помещения были оформлены символами, непонятными современным ученым, а другие — с расположением, которое позволяло использовать естественное движение воздуха и света. Все это создавало впечатление, что город подчинялся не только инженерной логике, но и мистическим или ритуальным законам, известным лишь его создателям. Необъяснимыми остаются и некоторые инженерные решения. Туннели, уходящие на десятки метров вглубь холма, не имели очевидного выхода на поверхность, но обеспечивали доступ к источникам воды и вентиляции. В некоторых местах археологи находили двери и задвижки, предназначенные для защиты от непрошенных гостей, но их расположение оказалось хаотичным. Возможно, это были ловушки или механизмы, понятные только жителям города, но до сих пор непостижимы для исследователей. Кроме того, археологи обнаружили следы необычного освещения, остатки масляных ламп и факелов, расположенных таким образом, чтобы освещать самые глубокие и удаленные уголки туннелей, создавая впечатление, что подземление было живым и активно использовалось на протяжении многих лет. Каждая находка лишь усиливала ощущение загадочности. Сосуды и орудия, ритуальные предметы и элементы укреплений — все вместе создает картину общества прекрасно организованного, рационального, но одновременно непостижимого. Ученые задаются вопросом, кто обладал знаниями, позволяющими строить и обустраивать такой город, и зачем жители решили уйти под землю, оставив часть своего наследия неразгаданной. Эти находки не просто подтверждают существование подземного города, они создают ощущение, что перед учеными стоит комплексная загадка, в которой история переплетается с легендой, а разум сталкивается с необъяснимым. Каждый найденный предмет — ключ к тайне,
которую, возможно, никто никогда полностью не раскроет. Несмотря на все, что удалось узнать о подземном городе, главный вопрос остается открытым. Почему жители покинули его и куда они делись? Археологические раскопки показывают, что уход был внезапным. Внутри туннелей остались личные вещи, посуда, даже инструменты, как если бы люди ушли на мгновение, но никогда не вернулись. Нет следов массовой гибели от войны или эпидемии, нет свидетельств катастроф, которые могли бы объяснить этот загадочный исход. Местные легенды предлагают несколько версий. Согласно одной из них, жители ушли глубже под землю, чтобы скрыться от врагов, и город буквально поглотил их, уводя в лабиринты, где никто не мог вернуться на поверхность. Другая легенда говорит о проклятии. Якобы один из правителей города встал на темный путь и, совершив ритуал, закрыл город для всех, кроме посвященных. С тех пор туннели стали ловушкой, а те, кто осмеливался спуститься слишком глубоко, никогда не возвращались на поверхность. Ученые пытаются дать рациональное объяснение. Возможно, жители покинули город по стратегическим причинам. Новые угрозы, изменение торговых путей или истощение ресурсов вынудили их покинуть туннели. Но даже с этой версией остается множество вопросов. Почему оставлены столь ценные и тщательно созданные укрепления? Почему никто не вернулся, чтобы использовать их повторно? И почему некоторые части туннелей до сих пор недоступны, словно природа сама старается скрыть их от глаз? Самые глубокие уровни подземного города до сих пор остаются неразведанными. Современные экспедиции сталкиваются с обрушениями, затоплениями и запутанными лабиринтами, где карты и схемы оказываются бесполезными. Некоторые ученые утверждают, что в этих труднодоступных залах могут находиться еще неизвестные артефакты или ритуальные объекты, оставленные первыми строителями. С каждым новым проходом ощущение таинственности усиливается, город, словно живой, продолжает хранить свои секреты и не отпускает исследователей. Психологический аспект исчезновения также поражает. Люди, жившие под землей, переживали постоянное напряжение, страх вторжения, ограниченное пространство, слабый свет. Возможно, уход был вызван не только внешней угрозой, но и внутренним истощением, желанием сохранить свои знания и культуру, удалившись от мира на поверхности. Так или иначе, исчезновение жителей стало кульминацией тысячелетней тайны, оставшейся в недрах холма. Именно это внезапное исчезновение делает подземный город столь притягательным для историков, археологов и любителей мистики. Никто не знает, что ожидало жителей на самом глубоком уровне, кто или что могло повлиять на их судьбу. Каждое открытие, каждая найденная деталь лишь добавляет новые вопросы, но не дает окончательных ответов. Так город остается одновременно документально подтвержденным и необъяснимым. Инженерное чудо, убежище, лабиринт, ритуальный комплекс и место исчезновения своих жителей, оставляющее исследователей на пороге вечной загадки. Сегодня подземный город остается одновременно объектом научного изучения и неисчерпаемой тайной. Каждая находка, каждый туннель и символ на стенах рассказывают о жизни людей, которые жили под землей, о городских ритуалах, инженерных решениях и необычной психологии жителей. Но ни один факт, ни одна археологическая находка не дают полного ответа на главный вопрос: куда исчезли эти люди и что осталось в глубинах туннелей? Современные экспедиции все еще продолжаются. Ученые осторожно спускаются в самые глубокие уровни, оснащенные специальным оборудованием для освещения, вентиляции и защиты от обрушений. Каждое открытие сопровождается трепетом. Здесь находят остатки древних инструментов, обломки керамики и оружия, а в некоторых местах странные символы и отметины, назначение которых невозможно объяснить.
Кажется, что город живет собственной жизнью, скрывает свои секреты и не желает открывать их человеку. Фантазия местных жителей и ученых создает целый пласт легенд. Одни верят, что в самых глубоких залах спрятаны реликвии с невероятной силой, другие, что город способен проглатывать своих обитателей, если кто-то попытается нарушить древние законы. И даже если это лишь предания, они накладываются на реальность, создавая особую атмосферу. Подземелья, где факты и миф переплетаются, где тьма и свет, страх и любопытство сосуществуют в постоянном напряжении. Подземный город остается памятником человеческой изобретательности и таинственности. Его конструкция, продуманная до мельчайших деталей, показывает, как люди прошлого умели использовать пространство, сохранять ресурсы и защищаться от угроз. Но одновременно его исчезновение напоминает о том, что не все поддается рациональному объяснению. В этом городе переплетаются инженерия, психология, ритуалы и легенды, создавая комплекс, который остается уникальным и непостижимым. И, возможно, самое интригующее заключается в том, что часть подземного города до сих пор остается недоступной. Лабиринты глубоко под холмом закрыты обрушениями, затоплены или просто теряются в бесконечной темноте. Никто не знает, что ждет там, в самых скрытых уголках, еще не найденные артефакты, ритуальные залы или новые туннели, которые откроют следующую главу этой истории. Для зрителя это значит одно — тайна подземного города еще не раскрыта. Каждый шаг по раскопкам, каждая новая находка становится частичкой большого пазла, который остается неполным. История, инженерные решения, быт, ритуалы и легенды — все это создает ощущение живой, таинственной, многослойной реальности. И когда вы покидаете мысленно эти туннели, оставляя их в тишине веков, остается ощущение, что подземный город продолжает существовать где-то рядом, скрытый, загадочный, готовый раскрыть свои тайны лишь тем, кто осмелится спуститься в его глубины. Может ли современный человек когда-либо понять его полностью? Этот вопрос остается открытым. Подземный город скрыт от глаз врагов и от нас самих, но его история продолжается, пока есть те, кто ищет, кто исследует, и кто верит, что тайны прошлого все еще можно разгадать.